Так, следующий объект обещает быть еще более загадочным. Там вообще очень мутная история с его датировкой, потому что данные эпиграфики не соответствуют данным археологии. Находится он на вершине холма, не знаю, искусственного или естественного, говорят естественного, мы на самом деле не знаем. Ну, ехать осталось мне где-то 15 минут, так что скоро будем на месте. Друзья, я сейчас проезжал мимо и заметил что-то подозрительное и решил свернуть. К сожалению, у меня не включилась камера, и я не показал вам, как я забираюсь вот на эту гору. Тут два таких было мощных подъема, очень крутых. Я только на первой передаче смог их преодолеть. Как я сейчас спускаться буду, я не знаю, но у меня, слава богу, тормоза новые, поэтому нормально все будет. Там внизу я обнаружил большие блоки песчаника. Вот я сейчас спущусь и покажу их вам. А здесь у нас на каком-то холме, мне кажется, искусственном, очень похоже, что это искусственный холм, находится современное святилище. Ну, давайте на него поднимемся, на этот холм. Ну, это все было сделано в недавнее время. Вот Будда тут, это, по-моему, Будда среды, да? День недели среда, Будда, собирающий подаяние, если мне память не изменяет. Вот, что мы здесь видим, кстати, сразу. Так, это у нас непонятные куски чего-то, да, чего-то древнего. Ну, там внизу, кстати, вообще фантастические блоки лежат песчаника. Сейчас спущусь, покажу. Камера меня подвела, вернее, я сам себя подвел. Не обратил внимания, что она не включилась. Ходил вам тут, снимал, рассказывал. Ну ладно, ничего страшного, еще раз схожу. Потому что красота здесь. Ну, это современные статуи, да. Ну, вот можете оценить, как нынче делают у нас барельефы. Вот, это современный декор, современный барельеф. Ну, и сравните это с древними, да, которые вы видели у меня на канале. Очень много самых фантастических. Фу. Ну и красота вокруг, конечно. Горы, горы, горы. Куда ни кинешь взгляд, везде одни горы вокруг. И вот саванна, просто саванна. Такие луга с высокой травой и одиноко торчащими деревьями. Камбоджа очень разнообразная страна, что касается ландшафта. Тут есть и море, и саванны, и чего тут только нет. И джунгли, конечно же. А я там кое-что нашел, кстати, древние. Ну вот, видите. Значит, здесь действительно был какой-то комплекс. Вот, посмотрите. Это у нас вот ноги какого-то божества, не божества. Неважно, да? И вот это песчаник. Удивительно, да. То есть здесь когда-то существовал какой-то большой древний объект. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, этот холм у нас пирамида. Если глубоко копнуть, наверняка обнаружатся ступени. Но никто этого делать не будет, потому что этот объект даже не обозначен на картах. Никак не обозначен. Вот мимо бы проскочил и все. Вот они в основании тоже, наверное, какие-то древние блоки напихали. Так делают. Да, друзья, потрясающе. Вот так хотел мимо проскочить, потом все-таки подумал, нет. Когда я еще сюда попаду? Я же буду не спать, ночами и думать, что же я там пропустил. В общем, сейчас план такой, я снимать не буду, как я еду вниз. Я сейчас спущусь вот здесь, а потом покажу вам вот эти изумительные блоки из песчаника, очень древние. Вот они прям реально 1500 лет, я думаю, как минимум. Ну ладно, поехали. Друзья, я решил не лишать вас все-таки удовольствия посмотреть, как я буду спускаться, поэтому прикрутил камеру к шлему. Надеюсь, вам все видно. Вот такой здесь изумительный совершенно спуск, вот, по которому надо ехать
очень медленно. Но это не единственный. Слушайте, я оба тормоза использую, еду на первой передаче и еле удерживаю. Забавно. Ну вот и все. А я боялся. Опс. Ну и сейчас покажу вам эти блоки, которые я здесь нашел. Которые меня просто не били. Ну вот так вот неожиданно просто бац и все. Я говорю, Камбоджа удивительная страна. Это просто вся страна один сплошной город. Застроено тут было просто все. Ну, страшно себе представить даже. Так, ну ладно, давайте посмотрим на эти блоки. Посмотрите, это не просто какие-то булыжники. Это реальные добытые в каменоломне блоки. Но добытые очень давно. Это видно по эрозии. На той стороне тоже валяются такие прямоугольные блоки. Видно по эрозии. Ну и кое-какие следы инструмента я здесь тоже увидел. Сейчас покажу, когда найду. Ну, собственно, вот, пожалуйста, вот они. Вот эти длинные следы, не оставленные непонятно чем. Мы видим постоянно в самых разных объектах Камбоджи. Вот такие длинные следы, но тут они прям особенно толстые. Вот эти блоки были для чего-то использованы. А для чего? Ну, сложно сказать. Что-то здесь было. Была какая-то мощная постройка, судя по всему. Вот там, кстати, тоже много каких-то блоков валяется. А вот давайте на другую сторону перейдем. Вот здесь мне сейчас придется ехать. Я сейчас камеру прикручу на шлем и все-таки покажу вам, как я спускаюсь. Так, а здесь у нас вот такие блоки. А это, кстати, ведь... Нет, это тоже песчаник. Ну и, в общем-то, посмотрите. Здесь тоже все сделано вот из таких совсем не маленьких, кстати, блоков. Вот они лежат в основании. Тут они прям уже очень мощно эродировали. Ну, то есть это говорит нам о том, что это прям очень давно делалось. Это вообще неизвестно, что за стена. Но, судя по всему, это укрепление вот этого вот холма. То, что я вам говорил, что там искусственная пирамида, скорее всего, да, это одна из ступеней, получается, у нас на пути к тому строению. А здесь, посмотрите, как они все подогнаны, да. Все, как мы привыкли видеть. Все, как мы привыкли видеть. Да, друзья, вот так вот не ждал, не гадал, а нашел интересный объект. Да. Надо бы его, конечно, на карту нанести, по идее. Потому что, ну как такое можно скрывать от народа населения, да? Ладно. Чувствую, у меня день сегодня удлиняется. Не скоро я доеду до цели. Сегодня я остановлюсь в кемпинге, в бунгало. Ох, отдохну, там хороший ресторан, поем наконец-то. Нормально. Вот, ну ладно. Давайте будем спускаться. Вон, монахи приехали. Видите? Так, ну ладно, надеваем шлем на голову. И поехали вниз. Что называется, первая передача и оба тормоза. Молодой монах немножко поугарал с меня. Хотя нет, не такой уж он и молодой. О, сейчас все будут за мной наблюдать, да? И ты, пес, тоже будешь за мной наблюдать. Съедет, не съедет. Съедет, не съедет. Ничего себе, как круто. Вау. Тихо.
и не суйся под колеса. Вау, ничего себе. Я уже сил не хватает на тормоз давить. Вау. Ну все, съехали. Все, съехали. Ну что ж, друзья, будем ехать дальше. Осталось совсем чуть-чуть до следующей цели. А место это называется вот так. И вот перевод вам этого названия. Так, ну вот я и приехал. Вот он, этот холм. Вот тут, кстати, столовая гора Бен. Очень большая. И у нее ровная поверхность тоже на самом деле заставляет задуматься, что, может быть, эту поверхность кто-то когда-то срезал. Так, я надеюсь, что тут будет какой-то заезд. Потому что... А вот лестница. Здесь нам предлагают подняться наверх. Понятно. А как мне быть с моим мотобайком, на котором рюкзак? Очевидно, придется рискнуть, друзья. Очевидно, друзья, придется рискнуть. Опс. Сейчас мы его куда-нибудь сюда пристроим. Господи. Под деревья, что ли? Не знаю. Ну что, рискнем. Так. Называется Прасад Приолин или Приолеан. Как говорят, искусственный холм, да? Вернее, естественный холм, говорят. Извините. Мы сейчас проверим, естественный он или нет. По крайней мере, камни мы здесь видим. Ну да, похоже, что холм действительно не искусственный, если только его не насыпали из вот таких вот больших блоков. Я на самом деле подобный холм находил. У меня, не знаю, вышел уже ролик или нет об этом месте. Ну, короткие ролики, их очень много у меня было об этом холме в виде пирамиды, который явно был насыпан искусственно, вручную, из огромных булыжников, песчаника. Так, ну, по крайней мере, рюкзак с аппаратурой мы точно возьмем с собой. И телефон, разумеется, тоже. Ну что, давайте поднимемся наверх. — 180 метров высота этого холма. Сразу скажу, что здесь ведутся огромные споры по поводу датировки. Все дело в том, что по стилю его, этот комплекс, датировали, ну, там примерно X веком. Они вообще любят X век. Такое ощущение, что кроме как в X веке здесь ничего никогда не строилось. Проблема в эпиграфике. Здесь была найдена надпись, которую датируют VI, самое позднее VII веком. Вот что хотите, то и думайте. Эпиграфика вошла в клинч с археологией. Лестница очень экзотическая. Другой-то нет, что ли? А вот, видите, Прасад Лин. 350 метров нам к нему подниматься. Нифига себе, сказала я себе. Вот вокруг тут везде лежит песчаник. Ну, не знаю, как скажете. Искусственный или естественный холм, как вы думаете? Ох, тяжело подниматься, конечно. Душно сегодня. Кажется, дождь собирается. Но хоть не жарко. Сейчас не больше 30. Фух. Так. Вот уже современные надписи. Ох, какой интересный
Красивый блок, да? Нам дальше идти, да? Ой! А вот он раскололся. По каким-то причинам. Что-то на него упало. Так, а здесь мы уже видим что-то, очевидно, да? Что-то здесь, судя по всему, было. Но, может быть, это естественного происхождения. Не знаю, друзья. Не буду гадать. Пока никаких четких признаков я не увидел. Фу. Но это не значит, что их нет. Потому что песчаник со временем замыливается. И потом вообще на нем ничего не разобрать. Да. Атмосферненькое местечко-то. Надеюсь, что и сам объект тоже будет интересным. Вообще в Камбодже на каждом холме, на каждом возвышении более-менее приличном, можно смело искать какой-нибудь археологический объект. Как правило, не ошибешься. Ну вот вы только что были свидетелями того, как я нашел объект, не обозначенный на картах, просто случайно мимо проезжая. Так. И где же он? Я думал, что мы уже пришли. Но там было написано 350 метров, да? 350 метров это, конечно, очень далеко. Так. Кругом вот эти подозрительные плиты песчаника. Довольно-таки тонкие. Вот. Такого свойства. Такое ощущение, что это облицовка была какая-то дороги. Ну, вернее, покрытие. Ну, не факт. Так, ну не факт. Ну, вот опять такой же. Такая же тонкая плита. Но это может быть естественного происхождения. А вот плита лежит. Давайте подойдем. И там внутри еще и засып. А тут, как она ровненько откололась. Откололась или откололи. Непонятно. Знаете, что хорошо? То, что в Камбодже уже не водятся тигры повсеместно. Ну, то есть где-то, наверное, на востоке еще есть. Я подозреваю. Но здесь, в этих местах, вроде бы как нет. А то тоже, знаете, так гуляешь вечно, не пойми где. Вообще опасные самые животные — это, конечно, дикие слоны. У них вообще никакого страха нет, если тигр, ну, в большинстве случаев на вас не нападет все-таки. Осторожно, это ж кошка. А то слонам вообще пофиг. У них никаких врагов нет в природе, поэтому чувство страха им неведомо. Целый поход уже получился по джунглям. Куда-нибудь дойду. Самое, наверное, интересное, что сюда можно было на мотобайке забраться с другой стороны. Ну, я так подозреваю, я не уверен. Но вполне допускаю. Вон они, вон они. Там какие-то сооружения. Мы сейчас находимся не очень далеко от древнего города Лингапура, где как раз можно найти самые потрясающие мегалитические постройки. Ну, то есть, в
В принципе, это, наверное, все относилось у нас тоже к Лингапуре каким-то образом. Такс. Да, загадочно. Смотрите, сколько кирпича. Тут у нас и кирпич, и песчаник, и, наверное, латерит. Да. Ну вот, давайте посмотрим на древние кирпичи. Вот они. Более 1000 лет им, скорее всего. Видите, никакого раствора нигде вы не найдете, потому что кладка кирпичная, безрастворная. Использовалась смола какого-то дерева в качестве клея. Поэтому кладка, конечно, потрясающая. Ну, тут у нас йони или постамент, не знаю, сложно сказать, восьмиугольный. Причем восьмиугольник у нас означает бога Вишну. Да? Квадрат Брахма, восьмиугольник Вишну, цилиндр Шива. О, какой интересный камень, посмотрите. Какие интересные у него линии. Забавная эрозия такая, что ли. И вот эти отверстия непонятные, высверленные, да, видите, их высверливали. Эти отверстия высверливали, они выбивали. Вот тоже следы сверла, очевидно, да? Согласны со мной? Вот тоже эти отверстия, которые мы везде видим. Ну да, тут везде закругления по краям, то есть их, очевидно, высверливали. Ну, очевидно, это и давалось им легко. Этих отверстий безумное количество везде. Ну вот, давайте посмотрим на крепление. Вот они, ласточкин хвост. Типичное крепление. Упс. Вот то же самое. Видите? А вот это уже замок. То есть сюда клался другой блок, а у которого был зеркальный замок. Вот тоже замок. Ну, самые-самые хитрые замки, какие только возможно, они придумывали. Так. Этот странный песчаник, да, такой светло-серый. Редко встречается. В основном такой темный все-таки. А тут тоже интересные следы. Смотрите. Это у нас такое ощущение даже не блок, а просто камень. И на нем они оставили вот такие вот продолговатые, прямоугольные какие-то следы непонятного происхождения, да? Да, это вот у нас все кирпичная конструкция. Вот опять замок. Вот такие хитрые, тоненькие, маленькие замочки. И они держали все это вместе. Тут смотрите, тут и куча песчаника, и куча кирпичей. Мне даже сложно себе представить, что же это за здание. Так вот, была найдена надпись, 6 строчек, в которой какие-то проклятия насылались на голову того, кто что-то там нехорошее сделает. Ну и вот эту надпись четко датируют 6-м, самое позднее 7 веком. А саму постройку так не датируют. Ну, в итоге большие споры действительно по поводу этого объекта среди исследователей. Кто-то говорит 6-7 век, а кто-то говорит 10. Но у нас все очень плохо, да, в Камбодже с датировками. Думаю, мои постоянные зрители уже понимают. Но тут все хорошо. Дверные коробки у них тут, как обычно, все четко. За один проход так сделано в твердейшем песчанике. Ну, внутрь давайте зайдем. Вот тут красоту навели. Ну вот, пожалуйста, тут у нас опять шахта, которая уходила куда-то вниз. Ну и вот это вот изумительная кирпичная кладка, безрастворная. Кстати, блоки. Нет, вот замок под углом 45 градусов. И с этой стороны тоже под углом 45 градусов. То есть там внутри замок какой-то. Угу.
только и можно пытаться датировать вот по каким-то таким совсем-совсем косвенным признакам. Ну, типа разные замки использовались в разное время и так далее. Вот с материалами так уже не получается. О, вот эта свалочка, вот это мегалитище. Да, вот это мегалитище. Давайте посмотрим на это все дело поближе. Ах, муравьи тут такие здоровые. О, вон там наверху, конечно, вообще фантастика. Давайте поднимемся, что ли. Вот. Вот так это выглядит внутри. И вот этот, конечно, изумительный блок. И муравьи меня уже всего искусали, господи. Как же больно. Да, это все нам очень сильно, на самом деле, напоминает кладку в городе Лингапура или Коке. Фу, даже на очках уже муравьи. Господи. Так, пойду в сторону куда-нибудь отсюда. Очень напоминает с Лингапурой. Там есть официальная датировка, 10 век, но серьезные исследователи подвергают сомнению. Ну, здесь, конечно, все еще очень сильно засыпано, потому что, ну, это по-любому не пьедестал. Это самый верх. Причем интересно, что из песчаника, не из латерита сделан. Обычно у них все-таки основа из латерита, сверху идет там пару слоев песчаника, и потом уже дальше само здание. А здесь, если честно, ничего не понятно. Ну, я вам, ребят, советую сюда попасть обязательно. Давайте хоть один блок измерим, хотя бы вот этот вот. Так, чисто, чтобы знать. Так, сейчас я рюкзак поставлю. Где-то у меня... Вот, рулеточка. Давайте попробуем понять его вес. Так, друзья, это у нас 185 сантиметров. А в ширину он... Так, в ширину он 60. 185, 60. Ну и в высоту 53. 185, 60, 53. Не самый большой блок из тех, что мы видели, но тем не менее. Древние люди-то как со всем этим управлялись, это А. А Б, зачем им вообще такие блоки гигантские были нужны? Почему нельзя было из более маленьких-то все это сооружать? Пойдемте дальше. Так, рюкзак. Надо было его там оставить где-нибудь при входе. Все равно никого нет. Я один хожу. Ну, лев. Лев. Кстати, а лев у нас без хвоста. И это прям удивительно. Это вообще признак 12 века. Лев без хвоста. Ну, то есть я так понимаю, что, конечно, это все столетиями использовалось, да, и льва могли завести действительно в 12 веке. Чего ж нет-то? В 12 веке тут вся страна была одним большим городом. Как вы уже понимаете. Там засып впереди. То есть все это, конечно, французы расчищали. Вот тоже интереснейшие следы. Так легко оставленные в блоке, да? На самом деле попробуйте такую бороздку проделать. Ну вот время же занимает, инструмент портится. Но них делали. Тут прям шелк. Вот это прям шелк. Там, где блоки друг к другу примыкают, да, там все отшлифовано идеально. Идеальнейшим образом. Вот. И здесь блоки, они снаружи кажутся маленькими, но на самом деле они в глубину уходят. Да, они такие продолговатые, вот видите, там наверху. Ну, с другой стороны, конечно, они значительно меньше, чем вот блоки, формирующие дверную коробку. Вот ту. Кстати, очень сильно отличается, да, от этой. Да, и крепления другие, замки, все другое. В общем, понятно, что все это строилось в совершенно разное время. Да, вот я и внутри. Вот, видите, все для них было очень легко.
Никаких проблем в обращении с таким твердым материалом, таким тяжелым материалом. Полигоналка, пожалуйста, вот, видите, вот, вот. Ну, тут все, конечно, разошлось, но давайте посмотрим, что там внутри. Ну, кстати, внутри выглядит не очень, но на ощупь, да, гладенько все. Все подогнано. Нет, друзья, это на самом деле очень сложно. Вы попробуйте это лего собрать даже вот из этих кубиков. Ничего же не получалось еще ни у кого. Ну, по-нормальному собрать. Бляха-муха, шею кусают уже муравьи. Боже, что за хрень? Как они туда забрались? Ну и вот опять глиняный засып, который я вам везде показываю. Так, хорошо. Здесь все, ну, конечно, это все не младше 10 века, да, 10 век это крайний срок, а 6 вот я тут, пожалуй, соглашусь. Просто в 10 веке, возможно, была грандиозная перестройка, и сюда завезли эти блоки из песчаника. Песчаник, кстати, качественный. Я сомневаюсь, что он с этого холма взят. Я думаю, он привезен за десятки километров. Интересно, как выглядит. Ну, вот тут прям совсем древнющие блоки. Я, честно говоря, такого даже не припомню. Но это прям реально древность. Замки вообще другие здесь. Посмотрите, отверстия. Ай. Полигоналка, пожалуйста. Вот она вам. Сколько хотите. Полигоналка. Вот там блочина-то лежит. Вот это да. Я его хочу измерить. Друзья, сейчас будем измерять. Снова сниму рюкзак. Снова найду рулетку. Не знаю, снизу казался очень большим. Давайте посмотрим, действительно ли он такой уж большой, как кажется. А тут опять 180, друзья. Стандартный какой-то блок-то. Да? Не, ну здесь 55. И вот здесь 66. Не совсем стандартный, но 180 стандартная, да? Его длина. Ну вот. Упс. Ну что? Я там еще кое-что вижу. Я там вижу что-то интересное и очень необычное. Давайте же срочно. Блин, у меня уже все мокрое. Я начинаю потеть. Да, свитер снимать. Но ехать все равно прохладно. Я не знаю, как я без свитера поеду. А все время его надевать и снимать, ну, блин. Здесь-то что? Ай, муравьи. Ну, вот тут, видите, тоже следы работы человека на каком-то небольшом блоке. Ну, логично, да, тут везде какие-то блоки лежат. Да, внизу, видите, основание из песчаника. Мне очень сильно напоминает Лингапуру, прям очень сильно. Ну, кстати, кто не видел фильмы про Лингапуру, Кох-Кер называется плейлист, можете посмотреть. Это один из самых загадочных комплексов Камбоджи. Вот это я хотел вам показать. Я таких йони не видел никогда. Она составляет единое целое с блоком, в котором высечено. Здесь, по идее, видите, какой-то круглый рельеф. То есть тут, очевидно, был лингам. Вот. Его, может быть, уничтожили или что, но явно это лингам. Такой интересный блок, необычный, очень необычный. Так, а здесь у нас вообще, что за структура, я не понимаю. Вот это здание, потом вот это здание. Здесь тоже, наверное, что-то было. Сложно понять, да? Так, с этой стороны мы еще не посмотрели.
Может быть, тут тоже что-то есть интересное. Ну, там тоже вот эти приличные блоки лежат. Ну, а вообще что-то странное. Вот давайте я подойду поближе. Упс, 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 упс. Вот тут, смотрите. Вот привычная у нас дверная коробка, кстати, отлично обработанная. Вот. А потом идет кирпич, да, кирпичная башня, а сверху вот такие вот блоки лежат с песчаника. Ну, фантастика. Нигде не видел такого, это что-то новенькое. Ну и тут, как обычно, фальшивая дверь, да. Это типичный признак древней архитектуры в Камбодже. Наличие 3 фальшивых дверей и одной настоящей. Ну, кстати, вот, тоже смотрите. Вот, нашел, пропил. Ой, там муравейник, ладно, все. Не буду вас трогать, ребят. Извините, извините. Вот, видите? Тоже какой-то странный пропил. Ну все, друзья, я, пожалуй, пойду уже к мотобайку. Надо ехать дальше. А вы обязательно подпишитесь на телеграм-канал Друг Аркадий, если до сих пор не подписаны. И кто хочет поддержать наши экспедиции финансово, добро пожаловать на Бусти. Канал называется «Мир на блюдечке». Кстати, видео там выходят раньше, чем на Ютубе, а статьи раньше, чем в Телеграме. Так что вы еще получаете дополнительный бонус. Ну все, друзья, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ведь у меня еще сегодня полдня и завтра целый день. Так что объектов будет много, все они будут интересные. Ничего не пропускайте, следите за обновлениями. И всем пока, увидимся в Камбодже, я надеюсь.